США считают, что Этери Тутберидзе хочет сделать Евгению Медведеву чемпионкой Олимпийских игр 2026 в парном катании. В мае 2021 года стало известно, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит в паре с Александром Энбертом в ледовом спектакле «Анна Каренина», продюсером которого выступает Илья Авербух. Многие поклонники фигуристки восприняли решение Медведевой появиться на льду пусть даже и на любительском, в роли парницы, как сигнал о том, что сама Евгения и ее тренер Этери Тутберидзе решили забыть все прошлые обиды, чтобы попытаться осуществить еще один олимпийский заход, пусть теперь и через парное катание. Официально об этом никто не говорит, так как тема очень тонкая, однако подобное предположение со стороны болельщиков кажется вполне справедливым. Тем более если учесть тот факт, что Медведева до сих пор не объявляла об уходе из большого спорта. Безусловно, в истории сотрудничества Этери и Евгении чувствуется некоторая недосказанность, точка в работе их тандема еще не поставлена. А она нужна, ибо иначе эпичное воссоединение Медведева и Тутберидзе в 2020 году останется просто красивой человеческой историей, не имеющей отношения к большому спорту. У каждого Наполеона есть свое Ватерлоо. В победоносной тренерской карьере Этери Георгиевны тоже есть ноющая рана – карьера Медведевой. Кадры со слезами в олимпийском Пхёнчхане, когда Этери и Женя рыдали друг у друга на плече, в свое время облетели весь мир. Нет сомнений, что чисто по-человечески Олимпийские игры 2018 – это один из самых драматичных моментов в жизни, как Тутберидзе, так и самой Медведевой. Все мы часто хотим вернуться назад, чтобы исправить ноющие ошибки, у Этери и Евгении такая возможность есть. Напомним, что сразу после корейской драмы Медведева отправилась восстанавливать психологическое равновесие к канадцу Брайану Орсеру, однако очень скоро вернулась обратно к Этери, и та ее приняла. Увы, но первый сезон Жени после возвращения в Хрустальный получился полностью провальным. И теперь фантомные боли Пхёнчхана стали только сильнее. Зная характер Тутберидзе, было бы логичным предположить, что она непременно захочет закрыть историю с Медведевой яркой победой, тем более что других настоящих мотивирующих целей у нее больше нет. Судите сами, подопечные Тутберидзе, выражаясь покерным языком, за 3 последних сезона собрали фигурный флеш-рояль. Выиграли серию Гран-при, чемпионат Европы, 2 первенства мира и Олимпийские игры. В июне в сети уже появились первые репетиционные фрагменты с участием Медведевой и Энберта. И надо сказать, что Женя в новом для себя амплуа смотрится очень эффектно. Сам Энберт в одном из интервью отметил, что на данном этапе самое главное – это не травмировать бриллиант российского фигурного катания, однако фигурист подчеркнул, что пара готовит эффектные верхние поддержки и параллельные вращения. Как известно, парное катание – это всегда спектакль. В отличие от одиночного катания в парном особую роль играет артистизм и эмоциональность. Когда 2 человека рассказывают одну историю на двоих, это всегда драма. 15-16-летние тинейджеры рассказать драму не могут, им просто никто не поверит. Исходя из этого, парное катание кажется вполне естественной дорогой для созревшей по-человечески Евгении. Сегодня ей 21 год, это прекрасный возраст для того, чтобы начать говорить с публикой не только с помощью технических элементов, а еще и душой. Женя всегда отличалась от более спортивной Загитовой артистизмом, однако не имела возможности получить за это заслуженные бонусы, так как в одиночной фигурке на первом месте техника. Теперь у нее такая возможность есть, так почему бы и нет? Возможно, все разговоры о перспективах Медведевой в парном катании – это только пустые разговоры, однако очень бы хотелось еще раз увидеть ослепительную улыбку Евгении на пьедестале. Забавно, но Медведевой пророчат карьеру в парном катании ее североамериканские болельщики, которые на днях устроили настоящую дискуссию о Евгении на страницах популярного форума Reddit. Предлагаем вашему вниманию самые яркие комментарии посетителей американской платформы. Интересно, подумает ли она когда-нибудь о переходе в пары?
Я вижу, что она действительно конкурентоспособна. Однако в России ей будет сложно конкурировать в парах. Мне бы очень хотелось, чтобы Женя перешла в пары и спасла эту дисциплину, выиграв золото на Олимпиаде в 2026 году. Пары в России конкурентоспособны и чертовски сумасшедшие, особенно сейчас. Я тоже вижу, что она конкурентоспособна, но ей нужно уехать в другую команду. Однако я не думаю, что она хочет менять страну. Женя в одиночку спасает парную дисциплину. Безумная теория заговора. Этери взяла Евгению Тарасову и Владимира Морозова в парную команду, чтобы набраться опыта и подготовить Евгению к тому, чтобы стать парной фигуристкой и выиграть Олимпиаду 2026 года. Случалось ли когда-нибудь, чтобы успешный одиночный фигурист или фигуристка переходила в пары? Мне любопытно было бы очень интересно посмотреть. В свое время, например, в 1930-е годы, это была довольно обычная смена, и было несколько человек, получивших медали в обеих дисциплинах. Совсем недавно итальянка Валентина Маркей заняла 11-е место в одиночном разряде на Олимпийских играх 2014 года, затем перешла в пары и заняла 6-е место в 2018 году. Самое сложное для нее будет отобраться в России, поскольку там самое сильное парное поле. Эшли Кейн выступала в одиночном разряде со всеми своими тройками, а теперь она чемпионка США среди пар. Это часто случается на нижних уровнях. Я так обрадовался, увидев Женю на льду, что забыл о всех проблемах. Хочется поблагодарить их, молодцы. Медведевой и Энберту предстоит сразиться с парой Савченко на Олимпиаде 2026 году. На самом деле Энберт – очень хороший фигурист. Этой зимой он выиграл шоу «Ледниковый период» со своей партнершей. Не фигуристка, она актриса. Он научил ее еще более сложным упражнениям, а также прыжку с броска. Разумеется, одиночному. Так что Женя в надежных руках. Не будем пока Евгению Медведеву отправлять на пенсию. Может ли она перейти в пары? Абсолютно. Сможет ли она выиграть золотую медаль в 2026 году? Давайте скрестим пальцы.